Ручки сегодня влажные. Что я хотел сказать? Франция оказалась гораздо более красивой, интересной и приятной, чем я о ней думал. Ну, во-первых, природа. Очень много гор. И очень высоких в Альпах, и таких средних, и холмы. Много лесов. Города красивые. И дома каменные. Очень часто встречаются. Интересно заходить в города. Ну надо сделать, конечно, уточнение, что в большие города я не заезжал, а по маленьким и по средним. Люди очень приятные. То, что автостоп фантастический, которого не может быть, не может быть. Сколько там мы уже поймали машин? 8? Или сколько во Франции? Больше 3 минут не ждали. Просто приятные, здороваются на улицах, улыбаются. Я бы хотел провести во Франции какое-то время. Может, поволонтерить где-нибудь. Я тут на днях для себя вроде бы сформулировал, почему мне нравится автостоп. Вот когда мы живем в цивилизации, все наши базовые потребности удовлетворены. Есть квартира, есть где спать. Открыл краник, течет вода. Приготовить еду не проблема. Работа, дом, работа, дом. Вот это повторение создает ощущение, что живешь не на полную, что скучно. А когда автостопишь, когда каждый день надо передвигаться, ты постоянно прикладываешь усилия, чтобы эти базовые потребности для себя удовлетворить. Найти место для ночевки, развести огонь, приготовить еду в полевых условиях, часто в темноте. Каждый день общаешься с новыми людьми. Нужно не забыть купить еду, найти, где ее купить. Не замерзнуть. Найти, как помыться, найти, как постираться. Вот из-за того, что это именно базовые потребности, не возникает вопрос, а нужно мне это или нет. Это реально нужно для выживания. Вот. И вот такая вот борьба, она создает ощущение жизни. И не возникает сомнений, нужно, не нужно. И возникает ощущение интенсивности жизни. Мне это очень нравится. Вчера вечером я планировал выйти за город и там где-то ставить палатку в зеленой зоне. Но оказалось, что дорога идет, и слева скала отвесная, а справа река сразу же. Не вариант. Поэтому мы вернулись на первую улочку в город, поднялись на холм. Последнее, что в городе, это кладбище. Ну и за кладбищем такая разбитая дорога. Вот я сейчас как раз здесь. И какой-то туристический маршрут начинается. Мы бросили рюкзаки, Антон на них сел, а я пошел поискать место. Только куда-то отошел, смотрю, машина подъезжает. Присмотрелся, вроде полиция. Я туда спускаюсь, возвращаюсь. Думаю, про себя. Что за дела? Как они нас так быстро выследили? Мы же еще вроде ничего плохого не сделали. Но водитель просто развернулся на этом месте. Что-то мне спокойно начал говорить по-французски. Я говорю, sorry, I don't understand English. Он говорит, нет проблем, хорошего вечера. И уехал.
Первой нашей машиной было сегодня моряк с Атлантического океана. В плохом месте нас забрал, в хорошее привез. Сели мы во вторую машину. Ну, естественно, меньше минуты ждали. Вот. Сели во вторую машину, ну и я, как обычно, восхищаюсь автостопом во Франции. А водитель говорит: ну, Франция бедная страна, а чем беднее страна, тем больше солидарность. Ой-ой, что-то наш сегодняшний план под вопросом. Тут такая глухомань, да еще место отвратительное для автостопа. По шкале от 1 до 5 на 0. Правда, машин нету, поэтому любая машина одиночная может остановиться в любом месте. Прям на дороге. Была бы это любая другая страна, я бы сказал: не, отсюда, с этого места надо валить. Но это Франция, так что попробуем еще немножко. Да, Франция удивляет. На совершенно нулячем месте остановился автодом. Там вообще нельзя по правилам было останавливаться. Ну привет, автобан. Давно не виделись. Но мы по тебе не поедем. Вот так выглядят виноградники сблизи. А почему мы вдруг заделались в садоводы? Потому что нам нужно пройти обочиной на нормальное для стопа место. А над дорогой места нет, чтобы идти. Как вы считаете, эксперты, нормальный пятачок для стопа? Впервые во Франции мы немножко подождали машину, ну, наверное, минут 10, а может 15. Ну и мужчина нас буквально 2 километра подвез. И я не скажу, что новое место лучше старого. Ура! Не перевелись во Франции нормальные обочины. Ура! Какое счастье! Сейчас мы что-нибудь застопим. События развивались стремительно. Подобрала нас бабулечка. И, короче, она нас пригласила отдохнуть в ее доме. Я так понимаю, мы сможем принять душ. Может быть, переночевать. Ну, принять душ это было бы вообще замечательно. Все, может быть, переночевать и уже завтра поедем. Поглядим, что будет из этого. Видео. Como yo... Como. Aqui. D'accord. E depois... E depois... Ah? Pero? Pero? No. No me gusta. No. Tu no quieres en video. ¿Ok? Solo me. Solo yo. Solo yo y Anton. No. Solo entonces. No. ¿Ah? No. Niente. Niente, pas niente. No, nada. Nada видео. ¿Ok? В общем, женщина, бабушка, можно так сказать, подобрала нас на дороге. Вот. И пригласила отдохнуть, переночевать у нее. В разговорах провели целый вечер, было очень интересно, причем мы на испанском. Вот прикол в чем, что она француженка, но мы говорили по-испански. Мы оба на начальном уровне знаем испанский. И было очень весело, и там смеялись очень много. Вот. Ну что, накормила, мы помылись. Сейчас вот будем спать в отдельной комнате. Вот. Ну интересно, в этом путешествии первый раз мы делаем такую паузу на отдых. Завтра утром она предложила довести нас до следующего городка.
В последнее время я, кстати, не помню, чтобы я ночевал во время поездок у людей дома. Единственное, в Турции было, что водитель камьона, трака, дальнобойщик, предложил переночевать в кабине на нижней полке. И я переночевал, было отлично. Вот. А вот в первом своем путешествии, это когда мне еще 25 лет было, когда я на Красное море ездил, там где-то за 2 месяца поездки, по-моему, 3 раза я ночевал у людей. Первый раз, вот тогда же мобильных телефонов не было, и я заходил в интернет-кафе, чтобы сообщить домой, что у меня все в порядке. Там в интернет-кафе я помог парню с HTML. Вот, и он пригласил меня домой, я у него переночевал. Потом в Иордании мне что-то было облом ночевать в палатке. Я решил хитрый маневр сделать. Достал бутылку воды, для воды, пустую. Подошел к людям в сельской местности. Подошел к людям, попросил воды. Они меня пригласили зайти. Усадили за стол, мы разговаривали, и они оставили меня ночевать. И третий раз, что я помню, это в Сирии. Ко мне втерлись в доверие парни и украли у меня рюкзак. И на минуту я остался без всего. Но потом увидел одного из них, тоже темно было. Увидел одного из них, догнал, руку заломал. И как раз в это время прохожие шли 2 парня. И тому пришлось рассказать, куда они дели рюкзак. В результате я все вернул, ничего не украли. Вот. А один из этих парней прохожих предложил у него переночевать. А вот так, чтобы водитель, который нас подвозил, пригласил еще и переночевать, вот так это впервые. Вы не поверите, но вот эти линии с годами, это уровни поднятия воды, наводнения. 1994, 2003, 1930, 1929, 1958, 1932, 68, 1907. Это выше моего роста. Вот эта река, виновница наводнений. Ну и в довершении Селин, так зовут эту женщину, у которой мы ночевали, отвезла нас с утра в следующий большой город, даже за него. А это, на минуточку, 55 километров. Как обычно, купили йогурта в супермаркете и едим со вчерашним хлебом. А то завтрак был слишком легкий. Я сегодня утром себя увидел в зеркале. Я так похудел, как будто во время голодовки. Ну, чуть меньше. Но сил у меня много, я не чувствую слабости. Так, ну вот, теперь после Тесла и что-то там еще, мы узнали, что Альфа Ромео тоже неплохая машина. Блин, ну что-то мы так медленно продвигаемся к Испании, там, я не знаю, 3 километра, 5 километров. Ну ничего, посмотрим, что дальше будет. Здесь все такие напряженные, тут достаточно большая трасса, это не какие-то там, не провинция. Все такие напряженные эти водители, прям аж непривычно, как в остальной Европе. Потихонечку движемся, сегодня уже было 3 машины. Доехали до города. Блин, как же эти города-то у них все называются? Я помню только следующий, Перпиньян. Ну, короче, небольшой городок. Нас вез парень. Вывез. Говорит, если бы мне не нужно было на работу, я бы вас до Перпиньяна довез. А так просто из города вывез. Так, я смотрю. Да, нормальное место для стопа, даже отличное. Продолжаем. Я не знаю, до 100 километров остается, наверное, до Испании. I don't want motorway. No. I want small road. This road to Narbona. Okay, it better here. Sorry. Thanks for stopping. Bye. Бывают водители, которые едут по противоположной полосе и разворачиваются, чтобы предложить свою помощь. Ну, вот сейчас парень хотел нас подвезти, но неудачно, у него не получилось. А мы уже видели Средиземное море.
видим Пиренеи. И нам показали такую низину в горах, между гор, где проходит дорога из Франции в Испанию. Очень приятные водители последние. Рассказывали мне истории, точнее новости об Украине, как у нас дроны бомбят города, какие там переговоры сейчас идут про мир. А я, признаться, в последнее время меньше стал новости читать, так я был и не в курсе. Очень-очень приятно, что водители стремятся вот реально помочь, им интересно. Грузовик нас подобрал. Я говорю, а можете нас высадить как можно ближе вот там к той точке на выходе с города? И он прям туда, на тот перекресток привез. И это не первый и не последний. Офигенно, классно, очень приятно. А вообще, до границы с Испанией остается, я не знаю, может километров 30, а может даже и меньше. И уже не хочется никуда спешить. Но тут надо выйти из города или выехать. И уже устраиваться по-светлому на ночлег. Еще часа полтора до заката. Но спешить никуда не охота. Мы идем через частный сектор на выход из города. Ступить там, скорее всего, не будем, а просто заночуем. Города закончились. Солнце садится за Пиренеи. Здесь какие-то деревца, кусты. Вот мы туда и идем. Вот тут хорошо видны горы. Не знаю, как вам, нам видны. Ищем место, где будем уже сегодня отдыхать. А может ближе подтащить? Все эти дрова ближе вот сюда. Это какие-то мелкие ветки с камышей. Или что это за... Что это за растение? Горит отлично. Горит отлично. Сухое-сухое. Так. Наша любимая каша. В смысле рис. Как мы без нее вчера вечером и сегодня утром обошлись. Это было ужасно. Так, подбрасываем. Чувствуется уже конец экспедиции, и уже расслабон такой начинается. Так.
А, так лучше. А то дым мешал. У нас сегодня, по-моему, было 6 машин. Это не считая Селин, у которой мы ночевали. Я не знаю, километров 100, наверное, сегодня проехали. Ну, мы начали поздно. Я только в 9 часов встал. Да, дров тут много. Фух.